Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией на 3 февраля 2022 года. Уделим внимание народному празднику, уделим внимание народным приметам, поговорим о том, что нельзя делать в этот день для того, чтобы не привлечь беды, неприятности и проблемы в свою жизнь. Недаром наши предки передавали эти знания из поколения в поколение, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра! Итак, 3 февраля отмечается народный праздник Максимов день. В церковном календаре этот день почтения памяти преподобного Максима Грека. Другие названия праздника этого дня – Максим, Максим Утешитель, Максим Исповедник или Максим Грек. И в народе празднуют этот день как День Максимы Утешителя, потому что наши предки верили и знали, что именно Максим поможет в любой беде. Поэтому 3 февраля обязательно вспомните тех, кто в нужную минуту пришел к вам на помощь. Зайдите в церковь, зайдите в храм и обязательно закажите 40 уст за их здравие. А также, если у вас есть такая возможность, сделайте какое-то доброе дело для благодетеля. Также сегодня закажите 40 уст за здравие и себя, а также тех членов семьи, которые проживают с вами. Вы знаете, по народным поверьям считалось, что сегодня нельзя ни с кем ссориться. Зато помириться нужно было обязательно. Отказываться от примирения было запрещено. Наладившие отношения должны были трижды поцеловаться и трижды обняться. Люди верили, что 3 февраля кто будет искренне молиться Максиму о дорогом человеке, тот сможет улучшить и свою жизнь, как вознаграждение за милость, и того, о ком молится. Девушек без приданого редко брали замуж, поэтому часто они оставались до старости одинокими. Но в Максимов день им можно было попросить помощи в этом вопросе у Максима Утешителя. И считалось, что тогда обязательно либо найдется суженый, который полюбит и без приданого, либо появится денежный покровитель. К Максиму обращались и супруги, молясь о любви в своем браке. Для этого муж и жена брались за руки и шли к дереву, чтобы стрясти иней, который должен был упасть им на голову. Считалось, что это утешитель снежной пеленой накрыл, чтобы супруги не ссорились. И если была серьезная какая-то жизненная проблема, то 3 февраля шли в лес и искали березу. После этого кланялись ей, затем обнимали и рассказывали о своих неприятностях. После ведали березе о том, что тревожит, что беспокоит, и уходили. По возвращению домой всегда находилось решение вопроса. Поэтому 3 февраля вы можете не обязательно идти в лес, возможно, у вас есть парки, возможно, дома, возле дома рядом, где есть береза. Обязательно подойдите, обнимите, расскажите о своих проблемах, неприятностях, и обязательно найдется решение вопроса. Конечно же, в день Максима Утешителя проводили обряды и ритуалы, практики на перемирие как с близкими людьми, так и с соседями и знакомыми. 3 февраля именины празднуют Агния, Анастасий, Анна, Блес, Евгений, Иван, Игнатий, Илья, Ия, Максим, Оливер и Оскар. Поздравляем с именинами! Родившиеся 3 февраля необыкновенно люди упорны в достижении поставленных целей. Они очень эмоциональны и часто могут принимать необдуманные и спонтанные решения. Это зачастую приводит к совершению ошибочных действий, о которых они сожалеют. Поэтому в качестве талисмана носить им следует лазурит или хризопрас.
Конечно, наши предки знали о том, что нельзя было делать и 3 февраля, чтобы не привлечь беды и проблемы в свою жизнь. Поэтому основное, что нельзя было делать 3 февраля, это ругаться и спорить в доме. Считалось по народной примете, что поссорившиеся в этот день во время конфликта могут привлечь в дом нечистую силу, которая станет наводить страх на всех членов семьи, не давать уснуть по ночам, а также будет прятать вещи. Нельзя было 3 февраля и отказывать в помощи. Святой Максим всю свою жизнь помогал людям. Он защищал бедных и покровительствовал сиротам и обездоленным. Поэтому тот, кто сегодня откажет просящему или нуждающемуся, будет наказан. Он может сам оказаться в сложной ситуации, с которой придется выбираться самостоятельно, или же вовсе останется без средств к существованию. Поэтому в Максимов день, если есть финансовая и физическая возможность прийти на помощь, нужно обязательно это сделать. 3 февраля запрещено и игнорировать чувства других людей. Безусловно, этого правила нужно придерживаться всегда, но именно на Максима нужно навлечь на себя серьезные проблемы, если не замечать окружающих. Сегодня вы можете поднять себе настроение и тому, кто в этом действительно нуждается, но никогда не смейтесь над обидами и разочарованиями детей, даже если они кажутся вам несерьезными. А также сегодня не игнорируйте звонки близких людей и друзей, которые, возможно, хотят поделиться своими радостями и печалями. Нельзя 3 февраля и ссориться с любимым человеком. Сегодня надо к своей второй половинке проявлять максимум любви и нежности, заботиться о брачном партнере, выслушать его и понять, а также обязательно простить все его промахи, даже если в душе бушуют гнев и недовольство. Иначе святой Максим может рассердиться и на время лишить таких супругов семейного счастья, чтобы они осознали свое поведение и сделали выводы. Нельзя Максима в день и оставлять кого-то голодным, поэтому хозяйки в этот день должны обязательно были испечь пироги с различными начинками и угостить ими не только членов семьи, но и соседей, прохожих, а также обязательно нищих. Если же этого не сделать, то придут в дом голод и нищета. Так считали наши предки. Также 3 февраля ни в коем случае нельзя было давать взаймы соль. Вместе с солью хозяйка отдаст частичку семейного счастья и благополучия. Также 3 февраля было запрещено оставлять домашних животных голодными. В противном случае вскоре самому придется познать нужду. Не рекомендуется 3 февраля мыть посуду и убираться после захода солнца, чтобы не разбудить хозяина дома и не навлечь на себя беду. Запрещается сегодня и пришивать пуговицы, иначе вы никогда не избавитесь от старых проблем. Не стоит сегодня игнорировать чувства людей или смеяться над ними. Того, кто ослушается данного запрета, ждет череда несчастий. Не следует сегодня отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Наши предки верили, что иначе начнутся проблемы со здоровьем, причем справляться с болезнями придется в одиночку. Также сегодня ни в коем случае нельзя было ссориться с близкими, особенно с любимым человеком. Считается, что конфликт, рожденный 3 февраля, способен затушить даже самый пылкий огонь страсти. И сегодня обязательно 3 февраля супруги должны взять за руки и стряхнуть снег с дерева, который растет во дворе их дома. И считается, что тогда в семье поселятся везение и достаток. А если 3 февраля, Максимов день, незамужняя девушка поделится с кем-либо хлебом, то вскоре в ее жизни появится достойный жених. Это, друзья, были народные приметы на 3 февраля. Далее мы с вами поговорим о лунном календаре на 3 февраля 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидает 3-4 день. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы.
Вы знаете, с этого дня на небе появляется лунный серп. Начинается неомение или новомесячье. Энергетически очень сильный день. Сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Этот день является самым сильным и из всех лунных суток по своей энергетике, которая пронизывает все сферы нашей жизни. Поэтому, проснувшись утром, человек чувствовать будет в себе бодрость и заряд энергии, который очень важно направлять в этот день в нужное русло. Задать правильное направление, а иначе проснувшаяся энергия спалит вас самих. Такие эмоциональные всплески могут вылиться в совершенно беспричинную агрессию, ненависть, злобу, жестокость, непонятное раздражение против всех окружающих. Эмоции настолько захлестывают разум, что не каждому под силу утихомирить в себе разбушевавшегося зверя. Если выпустить на волю этого злого духа, то можно серьезно покалечить судьбу и себе, и своим близким. Поэтому чаще всего в этот день происходят серьезные ссоры, конфликты, скандалы и драки. Но все это можно обуздать в себе силой воли, тренируя ее как раз на таких вспышках. Сумейте переключить свои мысли на что-то позитивное, взять себя в руки и не накалять страсти. В этот день будет очень полезно тренировать в себе такие качества, как самообладание, осознанность, сосредоточенность, спокойствие духа и внимание. Вы знаете, сегодня день активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью, с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана и в какой-то степени даже опасна. Если до сих пор вы мечтали, то сегодня уже пришла пора действовать. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном. Могут произойти разные неприятности, которые будут связаны с общением. Сдержите, пожалуйста, негатив, и вторая половина дня принесет обязательно вам достойные плоды. Стрижка волос сегодня лучше не рисковать и отмените свой поход к парикмахеру. Эти сутки перенасыщены энергией, и вам наверняка захочется обновить свою прическу, поэтому постарайтесь удержаться от этого. Стрижка, сделанная сегодня, будет неудачной и даже вредной для волос. Акцентируем ваше внимание, что мы говорим о стрижке сейчас волос касательно лунного календаря, а народный календарь – это народный календарь. Поэтому ваше право и дело принимать решение, по какому календарю вы работаете сегодня и живете. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями способствует росту карьеры. Прическа должна быть абсолютно проста и свободна, потому что это будет притягивать природную энергию и способствовать духовному открытию. Начинается активный обмен человеческой энергией с космосом. Ничего удивительного, если сегодня вас потянет на приключения и поиски ярких впечатлений. Усидеть на месте будет невозможно. Захочется постоянно двигаться, рваться в бой и совершать какие-то подвиги. Утром и вечером обязательно расчешите волосы столько раз, сколько вам лет полных. Это поможет активизировать космический обмен энергией. А во время расчесывания скажите следующие слова: сколько годков, сколько часков, сколько постольку на головушке волосков. Волоса мои, вейтесь, завивайтесь, укрепляйтесь, года мои здоровьем и богатством прибавляйтесь. Это своеобразные слова, которые помогут вам привлечь положительную энергию в этот день и оттолкнуть негативную. Сегодняшний день, 3 февраля, наполнен разными опасностями, поэтому следует быть очень внимательным. Еще раз напомним, что пассивность сегодня неблагоприятна. Используйте силы только в мирных целях. И главная примета этого дня – разлитое масло будет означать, что вы сошли с истинного пути. И здесь ассоциации с Булгаковым ни при чем. Но помнит о масле в этот день, 3 февраля, стоит. Вот такой, друзья, у нас с вами лунный календарь на 3 февраля 2022 года.